Что касается непосредственно послания, то в нем прозвучало 4 основных блока тем. Первое, не по хронометражу, а по значимости, это тема детства. Это все, что касается поддержки семей с детьми, предоставления детям, подросткам возможностей для самореализации, связанных с образовательной системой и многие другие аспекты. Вторая тема – тема модернизации. В ней, в рамках этой темы, президент в большей степени говорил о том, что было сделано, поскольку уже все планы известны, намечены и реализуются в ежемесячном режиме, в текущем режиме. Эта работа будет продолжаться. Комиссия президента по технологическому развитию и модернизации экономики будет работать в том же режиме, в котором работала все прошедшие месяцы. Как вы увидели, в рамках вчерашнего заседания были рассмотрены вопросы, которые возникли по ходу реализации конкретных проектов, что нужно менять в законодательстве, какие барьеры еще есть, то есть мы выходим на более широкий фронт работы. Третья тема – это изменения в политической и правовой системе. Она включала в себя много разных вопросов, как чисто политических, так и экономических, таких как, например, госзакупки, распределение источников доходов между регионами, активности некоммерческих организаций. Все это вопросы, которые объединены были под шапкой реформирования политико-правовой системы. И, наконец, четвертая тема – это тема безопасности государства, как внутренней, так и внешней. И здесь речь шла прежде всего о сотрудничестве с нашими партнерами, как организациями, так и отдельными странами для решения наших задач модернизации, а также в интересах глобальной безопасности и безопасности нашей страны. Вот такие 4 основные темы. Но, как вы, наверное, почувствовали из заключительных слов президента, все-таки главной для него темой в этом послании была детская тема. И это самые важные слова, так сказал, которые он сегодня произносил. Если говорить о наиболее ярких инициативах, прежде всего я буду говорить о своей, может быть, части. Это тема, касающаяся поддержки многодетных семей, семей, в которых 3 ребенка и более. Здесь речь идет, первое, о предоставлении бесплатно земельных участков во всех регионах страны. Есть отдельные региональные примеры на эту тему, где это уже начинают делать, но тем не менее механизмы в разных регионах могут быть разные, могут быть какие-то общие подходы. Отдельные мысли на эту тему, естественно, у нас есть, но пока еще никаких проектов, нормативных актов, конечно же, нет, кроме тех регионов, где это уже делается. В частности, в Ивановской области региональный закон проходит 2-е чтение в региональном парламенте на эту тему. В частности, очевидно, что если предоставляется земельный участок, то должны быть льготы по налогу на землю, чтобы действительно был бесплатный участок, а не сразу же приходилось за него платить. Но самый, конечно, сложный вопрос – это каким образом определить, кому какой участок где будет предоставлен. Кроме того, повышение налоговых вычетов – очень важная вещь для семей с низкими доходами. Это очень значимая сумма. Фактически для них выигрыш в доходах может быть до 20% при таком повышении налоговых вычетов. Это немало. И региональный материнский капитал. Мы рассчитываем, что во многих регионах он действительно заработает. Возможности у регионов разные, будем эту тему обсуждать, но я думаю, все найдут какие-то способы, какие-то оптимальные для себя способы поддержки семей. И если говорить о деньгах, то, конечно, 100 миллиардов рублей, которые планируются направить на модернизацию детской медицины, это огромная сумма, и за эти деньги можно сделать действительно многое. Можно модернизировать и поликлиники, и больницы, и повысить квалификацию врачей, работающих в детских поликлиниках. Это огромная работа, которая предстоит в ближайшие 2 года. Конечно, для многих было важным услышать, что планируется в отношении налогов, прежде всего для малого бизнеса. Было очень тяжелое и детальное обсуждение этого вопроса президента с
правительством, с органами власти, которые за это отвечают. Были разные точки зрения, и результатом было компромиссное решение установить двухлетний переходный период для малого бизнеса, работающего в производственной и социальной сфере, со ставкой 26%. Что касается федеральных услуг, также была сказана важная вещь, что должна быть введена ответственность должностных лиц за нарушение сроков их предоставления и нарушение административных регламентов, которые в большом количестве уже приняты, но никаких санкций за их неисполнение сейчас нет, и это действенный инструмент. Все-таки вы могли бы оценить точный эффект вот от этого как бы неповышения налогов в денежном выражении? Это первый вопрос. И второй, там прозвучала, в общем, такая довольно революционная идея о перестройке бюджета в пользу региона, то есть возвращении как бы регионам. Собирали, и теперь возвращают. Вот могли бы пояснить, опять же, в денежном выражении, что это означает? Спасибо. По первому вопросу есть пока разные оценки, есть расчеты ведомств. Если речь будет идти о производственной и социальной сфере, то за 2 года это порядка 100 миллиардов рублей. То есть по 50 миллиардов рублей в год. Я думаю, что скорее по сравнению с тем, что реально могли бы получить в качестве доходов, если бы ставка сохранилась на уровне 34%, при этой ставке будет, может быть, даже больше доходов, а не меньше, поскольку меньшая часть бизнеса уйдет в тень. Это действительно важно. Может быть, самое главное. По перераспределению между федеральным и региональным местным уровнем пока никаких точных цифр нет, но у всех уже есть понимание, что нужно начать двигаться в эту сторону. Поэтому преждевременно говорить, какие это будут суммы, какие налоги, но думаю, что если уж мы серьезно говорим об этом, конечно, это не миллиарды, а как минимум десятки миллиардов рублей, а может быть и сотни. Правильно понимаю, что если уменьшится перераспределение доходов в регионах, то дотационные регионы останутся без доходов? Нет, это означает, что у них будет оставаться большая часть средств, которые они зарабатывают сегодня сами, и появится больше стимулов для того, чтобы привлекать инвестиции в свои регионы. Почему в этом году была выбрана именно эта тема? Судя по всему, потому как президент говорил последние слова, она действительно для него близка. Вот что повлияло на выбор этой темы? Как вообще проходила подготовка? Когда вносились последние правки в текст, который мы сегодня услышали? Вы же и ответили на этот вопрос, почему эта тема была выбрана. Потому что она является для президента очень-очень важной. И если предыдущее послание больше было направлено в адрес активной части общества, действительно активной, модернизация пока еще не является, к сожалению, конечно, главной темой для всех, для всего общества. Но для активной части общества она стала очень важной темой, и многие люди включились в работу, в самую разную работу. Модернизация каждый может пониматься по-разному. Кто-то у себя подъезд уберет, это уже модернизация, а кто-то новую ракету изобретает.